Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 17 апреля. Друзья, сегодня день денежных желаний. И обязательно сегодня скажите одно слово, которое поможет вам сонастроиться с энергиями Вселенной. Давайте вместе разбираться, что же это за такой чудесный, уникальный и волшебный день. Итак, друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующую волшебную фразу, если она вам откликается, и пусть Вселенная вам поможет преобразовать те или иные моменты в вашей жизни. Итак, каждый день я, ваше полное имя, привлекаю в свою жизнь изобилие и процветание. Мои денежные желания сбываются легко и естественно. Еще раз, каждый день я привлекаю в свою жизнь изобилие и процветание. Мои денежные желания сбываются легко и естественно. Не ленитесь, пожалуйста, прописывать эти волшебные слова, и в вашей жизни может в любую секунду произойти кардинальное изменение. Итак, друзья, сегодняшний день, 17 апреля, является одним из тех дней, когда многие могут сегодня желать и обращаться к своим денежным желаниям и стремлениям. Дело в том, что этот день нас приглашает задуматься о наших финансовых целях, о наших планах и о наших мечтах. И вы знаете, для некоторых людей именно этот день, 17 апреля, станет символом нового начала и возможностей. Также обращаем ваше внимание, это день, когда некоторые люди начнут новый бизнес или примут какое-то очень важное именно финансовое решение. Для других это может быть просто день, когда они осознают, вот именно осознают свои денежные желания и стремления к финансовой независимости. Кроме того, этот день дает нам возможность задуматься о наших финансовых целях, о наших финансовых мечтах, а также определить пути их достижения. Потому что возможность изменить свою жизнь к лучшему, возможность начать новый бизнес, возможность освободиться от долгов и обрести финансовую стабильность, все это может стать реальностью, если вы этого захотите и будете готовы действовать. Но чтобы воспользоваться этими возможностями именно сегодня, вам необходимо проявить решимость и настойчивость. Дело в том, что 17 апреля это не просто день, когда мы мечтаем о лучшем будущем. Это день, когда мы с вами принимаем решение делать конкретные шаги для его достижения. Это может быть и обучение новым навыкам, это может быть поиск дополнительного источника дохода, это может быть инвестирование в собственное образование, у кого-то это может быть запуск собственного бизнеса. Как вы знаете, возможности бесконечны. Все зависит от того, насколько вы готовы действовать. Также важно помнить, что каждый из нас имеет свой собственный путь к финансовому благополучию. И то, что работает для одного человека, может не подойти для другого. Поэтому важно быть открытым к новым идеям, стратегиям, возможностям. Помните о том, что нет для каждого человека универсального рецепта успеха, но есть определенные принципы и подходы, которые могут помочь нам приблизиться к нашим денежным целям. Одним из ключевых моментов достижения финансового успеха вы должны понимать то, что деньги – это всего лишь инструмент, который помогает нам осуществлять наши мечты и цели. Настоящее богатство заключается не только в наличии больших сумм, денежных сумм, но и в умении управлять своими финансами, инвестировать в свое будущее и делиться своими ресурсами с теми, кто действительно в этом нуждается. Поэтому важно помнить о ценности денег и использовать их именно с умом. 17 апреля, друзья, сегодня мы должны с вами задуматься о наших денежных желаниях и о наших возможностях. И одно слово сегодня вам в этом может помочь. Поэтому обязательно вы должны осознанно подойти к этому, и тогда этот день действительно для многих людей может стать началом новых возможностей и изменений в жизни. Кроме того, 17 апреля обещает быть особенным днем с точки зрения лунного календаря. В этот день Луна находится в стадии растущей Луны и находится в знаке зодиака Льва. А это означает, что энергия этого дня будет наполнена уверенностью, активностью, страстью. И именно это создает нам атмосферу, которая будет способствовать реализации наших амбиций и достижению наших целей.
Также вам стоит обратить внимание, что на эмоциональную составляющую этого дня, потому что Луна в знаке зодиака Лев придает энергию нам, силу и драматизм в какой-то степени. Это время, когда мы можем почувствовать себя более уверенными в себе и способными проявить свои лидерские качества. Однако важно помнить, что эта энергия может быть и источником сегодня конфликтов и напряженности, особенно если мы не умеем управлять своими эмоциями. Другим аспектом этого дня является возможность достижения успеха в деловой сфере. Растущая Луна в знаке зодиака Лев поддерживает наши амбиции и помогает нам преодолевать препятствия на пути к достижению целей. Кроме того, растущая Луна в сочетании с энергией знака зодиака Лев благоприятно влияет для начала новых проектов, для реализации креативных идей и продвижения карьеры. Однако важно не забывать о разумном планировании и анализе рисков, чтобы избежать возможных неудач. Кроме того, этот день может быть благоприятным сегодня для личностного роста и саморазвития. Под влиянием растущей Луны мы с вами чувствуем себя более вдохновленными и мотивированными к самосовершенствованию. Также это отличный день для изучения новых навыков, обучения, путешествий. Очень важно помнить, что энергия этого дня может быть и такой, знаете, интенсивной, поэтому необходимо уделять сегодня внимание балансу и отдыху, чтобы избежать переутомления. Также в этот день, к сожалению, существуют определенные опасности, которые могут возникать у некоторых людей. Во-первых, энергия знака зодиака Лев может привести к излишней агрессии, эгоизму и желанию контролировать других людей. Это может привести к конфликтам и к недопониманиям как в личной, так и в профессиональной сферах. Поэтому важно быть внимательными к своим эмоциям и проявлять терпимость и дипломатию в общении с окружающими людьми. Кроме того, растущая Луна может усилить энергию страсти и вожделения, а это может приводить нас к импульсивным решениям и к рискованным поступкам. Также это может приводить и к финансовым потерям, непредвиденным последствиям, разочарованиям. Поэтому важно быть осторожными сегодня в принятии решений и не забывать о разумном планировании. Что же касательно здоровья, то этот день также предвещает нам интересный и важный день для нашего здоровья и самочувствия. Дело в том, что сочетание астрологических факторов сегодня оказывает достаточно важное влияние на наше физическое и на наше эмоциональное состояние, а также на нашу способность к выздоровлению. Какие хотим дать вам сегодня рекомендации на этот день, 17 апреля? Во-первых, сегодня, ввиду того, что растущая Луна в знаке зодиака Лев, то, соответственно, у нас происходят процессы регенерации и роста в нашем организме. Поэтому сегодняшний день благоприятен для начала новых, именно здоровых привычек и отказа от вредных. Под влиянием энергии Луны мы можем легко сегодня достигать целей в области физического здоровья, такие как улучшение физической формы, сбалансированное питание, регулярное занятие спортом. Поэтому на этот день стоит обратить особое внимание на свое физическое состояние и постараться внести полезные изменения в свой образ жизни. Во-вторых, знак зодиака Лев придает энергии этого дня, и это время, когда вы можете проявлять лидерские качества и стремиться к самовыражению. Однако важно помнить, что эта энергия может быть и источником стресса и напряженности. Поэтому на этот день рекомендуем обратить внимание на то, чтобы быть стрессоустойчивым. Кроме того, такие понятия, как медитация, йога, глубокое дыхание, это поможет вам справиться с эмоциональным напряжением и поддержать ваше психологическое здоровье. Кроме того, очень важно, чтобы вы сегодня правильно питались, насколько это возможно. Поэтому сегодня употребляем пищу, которая богата витаминчиками, минералами, фрукты, овощи, зелень, бобовые. Также стоит избегать излишнего сегодня потребления жирной пищи, жареной пищи, алкоголя, курения, потому что все-таки это в один момент может сказаться на вашем именно здоровье.
Что же касательно лунного календаря денег, то, вы знаете, это день, который поможет нам привлечь сегодня процветание и изобилие. Дело в том, что 10-е лунные сутки, да еще и в растущей луне и в знаке зодиака Лев, усиливает энергию роста и развития, что создает благоприятную атмосферу для привлечения денежных потоков и финансового успеха. Кроме того, это время, когда энергия в природе направлена на увеличение объемов и на процветание. И под влиянием этой энергии мы можем привлечь больше денег и материальных благ в нашу жизнь. Поэтому в этот день рекомендую вам сосредоточиться на привлечении изобилия, и это нужно постараться сделать во всех аспектах с вашей жизни. Кроме того, этому дню Лев придает такого страстного и динамичного характера. Под влиянием этого знака зодиака мы можем проявлять лидерские качества и стремиться к достижению финансового успеха. Однако эта энергия может быть и источником стресса и напряженности. Поэтому рекомендуем вам больше обращать внимание тому, чтобы быть эмоционально стрессоустойчивыми и сохраняйте ясность ума в финансовых решениях. Кроме того, сегодня многие смогут привлечь деньги, ресурсы, а также вы поймете, какие финансовые цели на данном этапе в жизни для вас важны. Кроме того, работайте над собой, над уверенностью в себе, и это поможет вам открыть себя и увидеть себя в другом ключе, и поможет привлечь больше денег и успехов в свою жизнь. Кроме того, вы должны понимать и то, что сегодня важно помнить о значении благодарности и щедрости. Под влиянием растущей Луны в знаке зодиака Льва мы можем быть открытыми и щедрыми в отношении денег и ресурсов, и у Вселенной это также самое. Поэтому сегодня практикуйте доброту, благотворительность, чтобы усилить энергию изобилия и привлечь больше денег и успеха в вашу жизнь. Это не значит, друзья, что вы прямо сегодня должны всем раздавать деньги и так далее. Нет, кому-то сказать просто доброе слово, кого-то, возможно, перевести через дорогу, кому-то что-то подсказать и так далее, и так далее. И вы уже энергетически правильно сонастраиваетесь с энергией Вселенной. Все очень просто. Далее, друзья, давайте посмотрим, что же нам говорит карта Таро на этот день, 17 апреля. Итак, выпала карта, друзья, Колесница. А вы знаете, что это достаточно сильная карта, и она у нас с вами ассоциируется с движением вперед, целеустремленностью и контролем. И сегодняшний день для многих людей будет такой вот достаточно активный. Вы сегодня сможете проявлять действия, те действия, которые помогут вам изменить вашу жизнь. Поэтому не стоит бояться, что, ой, не дай бог, у меня произойдут какие-то изменения, я не буду готова. Помните о том, что если в вашей голове вы уже готовы и вы уже созрели на то, чтобы в вашей жизни произошли изменения, то, знаете, они обязательно будут, потому что ваши желания и ваши мечты, они все осуществимы. Помните об этом. Кроме того, многие сегодня будут находиться в периоде активного движения вперед к своим целям. Кто-то почувствует резкий подъем энергии и решимости, что поможет вам преодолеть любые препятствия на вашем пути. Также не забывайте о самодисциплине и контроле над собой. Пока вы сохраняете уверенность в себе и остаетесь фокусированными на своих целях, вы сможете преодолеть любые трудности и сомнения. Кроме того, вы должны понимать и то, что колесница движется у нас с вами только вперед, и остановиться ей очень сложно. Поэтому будьте осторожны, чтобы, знаете, не разогнаться слишком сильно и не потерять контроль над ситуацией. Это всегда нужно контролировать, всегда нужно бдить в тех ситуациях, в которых вы оказались. Ну и последнее, хотим вам подать совет от Архангела Михаила на 17 апреля, на этот день. И что он нам говорит? Он говорит нам, дает какой первый совет, он дает нам о силе внутренней справедливости и мудрости. Как вы знаете, Архангел Михаил — это воин-защитник, который сражается за правду и за добро. Поэтому в нашем внутреннем мире также существует постоянная борьба между светом и тьмой, между нашими высшими и низшими идеалами. И очень важно, чтобы вы сегодня обратили на себя, на свои духовные ценности, постарались быть честным и справедливым в своих действиях и в своих решениях, и следовали своему сердцу во всем, что вы делаете.
Также подумайте о поддержке в трудное время, потому что для кого-то сегодня достаточно такой вот достаточно тяжелый может быть день, драматичный быть день. И очень важно, чтобы вы помогали. И очень важно, чтобы и вам помогали. Но чтобы соблюдался этот баланс, очень важно, чтобы, знаете, вы в первую очередь были активными, вы стремились к тому, чему вы хотите. Также не забывайте сегодня о вере и надежде, потому что очень важно побеждать свет над тьмой, добро над злом. И ведь дело мало в том, что вот вера и надежда сегодня может быть вашим самым мощным оружием в борьбе с жизненными трудностями и испытаниями. Поэтому оставайтесь верным своим духовным идеалам, несмотря на те препятствия, и верьте в свою способность преодолевать любые трудности и достигать успеха в жизни. Помните о том, что вы можете обязательно всего добиться и сделать. Какое же слово, друзья, сегодня нам нужно говорить для того, чтобы наши денежные желания исполнялись легко, чтобы мы быстрее достигли своих целей? И это слово, друзья, просветление. Думайте сегодня о чем-то. Вот, например, вы мечтаете о деньгах, о том, чтобы в вашей жизни было больше денег, изобилия, достатка. И говорите слово просветление. Не бойтесь этого слова, и оно вам поможет в этом. Так что, друзья, просветление – это слово, которое вы можете сегодня на протяжении дня говорить. Также вы можете написать и в комментариях к этому видео просто одно слово – просветление. Друзья, вот такой у нас с вами день 17 апреля. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Друзья, ставьте лайк этому видео. В комментарии не забудьте прописать волшебную фразу. Напоминаем вам ее каждый день. Я привлекаю в свою жизнь изобилие и процветание. Мои денежные желания сбываются легко и естественно. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся в следующем видео.